В общем, если сейчас Вася жмет сотку, я ему должен iPhone 11 Pro на 2 сим-карты на 512 гигабайт. Давай, вот так вот. Помню твои свои тренировки, где ты жал мощно, и как ты это делал. Ради этого мы все собрались, на кону iPhone. Честь, маяк, спортсмена, вы уже, наверное, как и человека-наставника. Моя экспертность. Вы когда-нибудь были в метро в час пик? Вот примерно то же самое сейчас происходит в зале. 7:30, битком народ. Пускай они увидят эту кульминацию, эту развязочку обещанного мною, как это слово правильно подобрать? Обещанного мною торжества пути, заговорил как трудачник уже, да? Торжества пути к сотке. Мы забились с Васей. В общем, если сейчас Вася жмет сотку, я ему должен iPhone 11 Pro на 2 сим-карты на 512 гигабайт. Я пообещал, как мотивация. Вопрос. Подрезать ему жило, что? Вы обещали в августе, в начале. Да. А снимаем мы. Середина августа. Почему так? Или так и должно быть? Ну а что там начало там? Я в комментариях просто видел, спрашивали люди. Что в начале? Вася, у нас ты болел, влетал у нас на сколько дней? Небольшой, да, действительно, я немножко хворал, но начали мы действительно в середине июня, то есть получается ровно 2 месяца. 2 тренировки он пропустил. Был период, когда он сделал 1 тренировку в неделю, поэтому я оттянул. Потому что это было сделано еще, когда не был набран тренировочный объем, чтобы бесследно 2 тренировки можно было пропустить бы. Вот и все. Вся работа проведена над ошибками, над питанием. Сколько же весишь? 81 сегодня утром взвешивался. 81, а был? Что-то 79. 2 килограмма плюсом, но мы сейчас посмотрим, какие эти 2 килограмма, рабочие или нет. Как вы помните, в начале пути, какой у нас жим был? 83 килограмма. 83, что я его спрашиваю, я же считал. 83 килограмма, 82,5 возьмем. Так вот, можете округлить до 85, как вам угодно. Задача была 15 добавить за вот эти вот 2 недели. По факту тренировочных сколько вышло? 7 недель? По плану. Да, около того. 7 недель тренировочных, 8-я сейчас это как проходка идет. То есть вот у него там 1, 2, 3 неделя, он же заведет записи, мы уже все записываем. Сейчас 8-я неделя, понедельник это проходка. Параллельно еще задолго до того, когда Васю мы начали готовить к сотке, я готовил гайд. Своими полетами, разлетами это все очень проблематично, потому что сейчас e-коммерция, это все в интернете. И чтобы все дать, полную информацию дать, это не так просто, ребят. Повторяться, что-то делать, как другие, я не хочу. Доступным языком, человеческим, без всяких там КПШ, ШПШ, ММШ, ВВШ, ВВП и ППП. Просто нормальным языком своего опыта расписано. А сколько это страниц? На 70? Там 70 плюс страниц, действительно, это огромный объем информации. И для того, чтобы это все впитать, тебе нужно реально прочитать, прям вот каждый вечер впитывать себя в тело, изменить режим питания и прочее. То есть если вы думаете, что это просто пришел, пожал, там целый комплекс. Это путь к сотке. Первый маленький кирпичик из огромных тренировочных программ. То есть я решил с него начать. А дальше будут гигантские тренировочные программы на троеборье, на тягу отдельно. Отдельно будет нажим разного уровня, разного веса и возраста. Это мы тоже будем учитывать, потому что это абсолютно разные тренировки. Люди разного возраста по-разному восстанавливаются, люди разного веса по-разному восстанавливаются. Нет ни одной литературы, я не читал, не находил на просторах интернета за всю свою спортивную карьеру, которая бы учитывала бы собственный вес атлета. То есть для тяжения тренировки то тоже будет. Сегодня не про меня и не про Гайд, сегодня про Васю. Готов? Всегда готов. Ну теперь готов, да. Как думаешь, сделает? Конечно. Веришь в него? Ты смотри, какой он изменился. Плечища вот эти, походка. Тут. Подбадривать будешь его? Конечно. Давай, вот так вот. Красота по-павлодарски, это когда ты прям здесь, пацан. На носках драп, в руках майк, таким вот я стал. Сам бахуй проливаю. Обращаю ваше внимание, почему этот зал. Это наш бессменный зал в Воробьевых горах, World Class, спасибо вам. Потому что здесь я сам принес свою личную лавку. Здесь стоит у нас элейковская штангочка. Все сертифицировано под соревнования. То есть со страховочными упорами, совсем как положено, чтобы максимально приблизить вот к этой вот, прощупать атмосферу. Пойдем следующим образом. 60 на 5 мы не будем. Я спрошу, во-первых, как долго сейчас разминаешься? Делаю, как ты сказал, да, с шагом в... Вопрос весь в том, что смотри, сейчас мы 60 с тобой сделаем на 5, потом или 70 на 2, 80 на 2 и уже 90 на раз. Я просто думаю, чтобы это тебя не отняло силы. Вообще, я же, судя по армрестлингу и по всей той функциональности, которая у меня есть оттуда, я долго прям, да. То есть в этом плане лучше...
Я заметил, кстати, я сейчас ошибку допустил. Да хорошо, что я проконтролировал. Опускать, Кирилл Игоревич сказал, что нужно на диафрагму, которая растянута, то есть на вдохе. А я... Не раскрывай всех секретов, это в гайде все есть. Ладно. Переживаешь? Ты знаешь, есть небольшое волнение, но оно подконтрольное. Я думаю, те люди, которые выступали, неважно какой на самом деле турнир или, ну, в любом случае, выступление, они испытывают некоторый мандраж. Какой самый большой приз был? Самый большой приз был, когда я выступал, ну, типа, там, реально, банка протеина. Это если она не просроченная, это уже хорошо. И поехали. Сейчас будет его максимальный вес, практически около 80, практически 100% на раз. Потом 90, это уже вес, который больше максимального, уже прибавка. Главное, чтобы он не входил в ту категорию людей, у которых есть психологический барьер. Их много, я думаю 50-50, может быть даже больше. У меня были примеры, когда у человека там 200 цифр замирало, 251 не мог преодолеть. Сейчас твоя задача не пожать красиво. Потому что ты прям сейчас вот утрированно прям, да? Твоя задача подать мощно. Вспомни свои тренировки, где ты жал мощно и как ты это делал. Что ты сейчас чересчур ее медленно подконтрольно опускал. У тебя еще нету таких мышц базовых, которые тебе позволили бы это без потери силы делать. Просто вот делай, как тебе вот удобно. Хорошо? 90 давай. Что уже больше на 7 килограмм? Как минимум 7 килограмм мы добавили. Соточку давай. Кирилл, между нами, как ты думаешь? Я же давал ему тренировку пристрелочную. Мы последний раз с ним сходили на тренировку. Я понимаю, что уже сроки как бы уже в конец августа выходит. И я украл 1 неделю из плана, потому что план должен быть на 8 недель, и 9-я у нас как проходка. Я украл его на неделю, заставил его пройтись на 3 с запасом, чтобы был запас 1 раз. Он пожал 90 на 3, поэтому я ему говорю, все, стоп, тренировка закончена. Хотя там тренировка должна была быть такая, пирамида. Давай, соберись, позлись. Ну шо. Ради этого мы все собрались, на кону iPhone. Честь моя, как спортсмена, вы уже, наверное, как человека-наставника. Моя экспертность. Офигительно! Молодец, держи, Карбазав, красавчик. Спасибо, Кирилл. Радостно. Смазал траекторию немножко. Почувствовал, куда я увел вперед? Нужно было чуть-чуть сюда. Чисто на трицеп взял. Как запас? Ну продолжим, ты че, брысь. Сейчас отдохнем, давай 105. Знаешь, что я сейчас почувствовал? Я сейчас первый раз в жизни почувствовал на своих руках сотку. Вот так вот. Сперва я ее такой, что, куда? Потом в какой-то момент такой, я могу, нифига себе, она идет, охренеть. Ну и как оно? И это безумно круто. Теперь получается что? Клуб 100? Здравствуйте. Ну, понятное дело, я не могу еще войти в этот клуб с ноги вот так, бам, открыв дверь. Но, постучавшись, спустя 2 месяца работы уже получается. Это охренеть, Владос. Блин. Красава, спасибо тебе большое. 105 на штанге, давай заряжайся пожестче. Я его специально не бодрю, не взял на шатыря, ну, чтобы он не воспринимал это. Это должно происходить на соревнованиях, знаете, вот это вот. Чтобы там понимал, что такое соревнование. А здесь у нас проходочка. Камера света, начало мотора, ты на мониторах во время террора. Даю тебе фору в длину коридора, тут микрофон горит. Повело. Красава. Блин, нифига себе. Че ты безрадостно, как ты рысь? Восторжествуй. Нам надо было не попасть. Молодец. Кто мне сейчас ударит? Вот, 22 килограмма за 7 недель. Хороший прогресс. Практически в месяц по десятке добавлял. Просто я Васю очень часто вижу, знаю его образ жизни. Это при том, что ему очень сложно соблюдать режим, потому что у него 24/7 какие-то там дела, работа, забота, суета. И даже при таких условиях соблюдения дисциплины и гайда вот, можно пожать соточку. Это получается, армрестлингом не занимался все это Вообще, время? ты понимаешь, у меня было самое долгое воздержание от армрестлинга. Те люди, которые рубятся на руках, любят это дело, тем более учитывая мою подготовку, то, что я базу не делал от слова вообще совсем 0, минус 10, да, моя база. Я делаю специализацию под армрестлинг все время, постоянно. И я очень люблю бороться. Я могу бороться вот целыми днями, ночами. Типа, меня разбуди, скажи, предложи побороться, я соглашусь, да.
Это было 2 месяца без армрестлинга. Вот, руки человека, которые не боролись 2 месяца, а до этого боролись на протяжении 13 лет. Это жестко. Но это того стоит. Ты посмотри, нахрен, я пожал больше, чем 100. Это очень круто. Спасибо, Владос. И за первое место награждается Сорокин Василий с результатом жим лежа 105 килограмм. У-ху! И главный приз. Как обещал, 2 сим-карты, зеленый 512 прошка. Пользуйся. Спасибо, Кирилл. Блин, нифига себе. Это вот можно было так? Офигеть. А, кстати, я же забыл сказать, когда гайд не берет обороты, там будет достаточное количество участников, то мы такие же будем делать розыгрыши среди участников гайда. Кто будет выкладывать видео, кто будет... ну, в общем, будем запускать всякие марафоны, приколюхи, так что... Видосик-то не просто у нас такой, он приурочен к выпуску гайда, он уже вышел. Вот он уже вот там. Если тебе хочется также пройти путь, как Василий, залетай, бро, изучай. Преисполняйся, бесконечно вечно. Становись сильнее, ёпта, блядь. Ты же защитник. Тебе маму с бабушкой, с папой, с братом, с сестрой защищать. И если вам интересно еще Василий, мы же можем в шоу на раз его прогнать. Василий, он же ботаник, он же нежить с легкой руки Виктора Евгеньевича. Он же, какие у тебя еще были эти? Василий Цыпленков. Нам еще подтянуться, до бицепс сделать. Если интересно, поставь лепреконца и, собственно, наслаждайся силовыми Василия в бицепсе и в подтягиваниях.